До так называемого Всебелорусского народного собрания осталось чуть больше месяца. И самая большая ошибка, которую мы можем сейчас допустить, это недооценить его опасность для будущего нашей страны. А допустить ее несложно, если поверить недавнему заверению Лукашенко, что никаких конституционных норм его собрание менять не уполномочено и не будет. Но давайте смотреть на факты. Первое. Нелегитимный переобувается в полете. Ведь незадолго до нового обещания и Конституция, и придание собранию конституционного статуса не раз декларировались Лукашенко как будущая повестка февральского сборища. Что же изменилось? По сути, ничего. Просто теперь эту идею фикс он не озвучивает лично, но она по-прежнему сквозит между строк и подается под разными соусами в новостях пропагандистских СМИ, в пресс-релизах исполкомов и других провластных структур, в отчетах диалоговых площадок и общественных приемных, в экспертных мнениях адептов Лукашенко. При этом истинная повестка будущего собрания скрывается. На мероприятия открытого диалога пускали только по спискам. В обнародованных материалах этих встреч нет ни слова о реальных народных требованиях. Зато мы видим предложение увеличить избирательный возраст, чтобы не дать голосовать молодым людям, дополнительно ограничить интернет-СМИ, ввести декоративные правки в структуру местного управления, разрешить выборы глав администрации, но из утвержденных выше кандидатур. Второе. Никакую волю народа, как и сам народ, февральское сборище не представляет. Вместо этого депутаты выбирают в делегаты депутатов, сами себя. Ранее мы отмечали, что действия самовыдвиженцев попадают под статью 190 Уголовного кодекса «Нарушение равноправия граждан». Никаких отдельных статей в законе, позволяющих подобное самовыдвижение и исключение граждан из процесса выборов, не существует. Точка. По закону оно относится к республиканским и должно проводиться согласно Конституции и закона о республиканских и местных собраниях. Местный депутат не имеет права выбирать делегатов республиканского собрания. Этого нет в законе о статусе местных депутатов. Они лишь имеют право быть избранными на тех же основаниях, как и любые другие граждане страны. Но вместо гласного избрания происходит самоназначение. И последнее. Общественные организации, которым поручено выбирать часть делегатов, не только материально зависят от государства, но и управляются теми же самими чиновниками. И да, они тоже выдвигают на собрание сами себя. Таким образом, вместо пресловутой народной демократии мы получаем собрание должностных лиц, представителей нелегитимной власти, номенклатуры, а не избирателей. И они выбирают в качестве делегатов сами себя, чтобы стать новым конституционным органом, который режим в дальнейшем будет использовать вместо избирателей, то есть нас с вами. И все это они пытаются выдать за волю народа и узаконить от нашего имени. Но на деле это антинародное по сути и инородное по составу мероприятие. Мы не должны забывать, что сражаемся не только с диктатором, но и с диктатурой. И так называемое собрание – это и есть ее высшая форма. Вот почему мы не можем себе позволить закрыть на это глаза. Мы обязаны дать понять каждому, кто ввязался в эту преступную историю, что все они понесут ответственность за реализацию готовящегося конституционного переворота, направленного против народа, который, напомним, все еще является единственным источником власти и не собирается ее передавать кому-либо. Скоро мы расскажем, каким образом вы сможете помочь нарушить планы режима и идентифицировать всех участников организованной группы под названием Всебелорусское народное собрание. И каждый из них лично убедится, что от ответа перед народом и законом ему не уйти.